Всем привет! Сегодня я расскажу вам про одну птицу, которую знают только люди, живущие в Африке. Конечно же, это не страус, о котором знают все, но она характерна именно для этого континента. И называется эта птица ибис хадида или хагидаш. Это название ономатопическое, то есть оно воспроизводит звук, который производят птицы во время полета. Многие люди, живущие в Африке, не любят хадида, потому что они слишком громкие, некрасивые, бесцеремонные, у них плохие манеры и много разных других причин, по которым их не любят. Но насчет громкого звука я соглашусь, они действительно громкие, причем звуки они эти производят очень внезапно. Например, если они ходят по траве, и вы их неожиданно спугнули. Они взлетают с громким криком. И хуже всего, когда это происходит, когда вы едете на лошади, они вскакивают, вылетают из-под копыт. И действительно может испугаться не только всадник, но и лошадь. Но во всех остальных случаях, я думаю, мы должны быть немножко более терпимыми. Потому что если бы птицы говорили нашим языком, что бы они рассказали, я бы не хотела знать. Они сказали про наш шум, газонокосилки, циркулярные пилы, автомобили и так далее. Весь тот звук, весь тот шум, который производит человечество. Наверняка многие птицы и звери тоже недовольны. А больше всего птицы можно услышать хадида по утрам, когда они вылетают из своих гнезд и летят на охоту. И также вечером, когда они возвращаются в свои гнезда. Это довольно крупная птица, размером примерно с курицу. У нее длинная шея и длинный загнутый к низу клюв. Этот клюв очень удобен для того, чтобы доставать насекомых, червяков и личинок из-под земли. Причем на концах клювика у них находятся сенсорные датчики, с помощью которых они могут определить движение насекомых под землей. А для хадиды очень хорошо, когда идет дождь, потому что земля становится более рыхлой и клюву легче проникнуть внутрь. Они уничтожают всяких вредителей, поэтому умные люди, которые знают, как полезны хадида, они их привлекают в свои сады. А особенно рады видеть хадида на футбольных полях и на гольф-полях, потому что они уничтожают вредителей, которые поедают траву. Это спортивное поле в нашей школе. Сейчас идет сильный дождь, и довольно стая хадида расхаживает под дождем и достают всяких насекомых из мягкой земли. Хотя сами все промокшие до нитки. Самцы и самки выглядят одинаково. Оперение от серого до коричневого. Наружная часть крыла переливается пурпурно-зеленым цветом. Лапы и клюв обычно темные, но в брачный период они становятся красного цвета. И также на щеке имеется тонкая горизонтально белая полоска, которую иногда называют усы. Период размножения у хадида начинается в сезон дождей. То есть примерно с сентября начинается по декабрь. И оба родителя высиживают птенцов. И примерно через 25 дней птенчики вылупляются. И еще там через 2-3 недели они уже покидают гнездо. Если утром, вылетая на промысел, птицы переговариваются между собой этими трехсложными криками «ха-ди-да», то днем, когда они сидят на дереве, обычно вот такие одиночные крики «ха-ха». На дереве, на крыше могут сидеть и вот так вот кричать.
Диета Хадида состоит из насекомых. Они питаются червяками, гусеницами, личинками жуков и других насекомых, пауками, сверчками, слизняками, улитками и даже маленькими ящерицами. А известны случаи, когда Хадида питались и падалью. Хадида часто селятся рядом с человеческим жильем, не боятся людей и, как видите, ищут себе пропитание в садах, на газонах. И они могут достаточно четко оценить расстояние до приближающегося человека и не будут залетать заранее, пока вы не подойдете совсем близко. Вот тут он выудил из земли какую-то личинку в твердом хитиновом покрове и пытается ее раскусить. Но это не удается ему. После их клюва в траве остаются большие круглые дырки. Всегда можно знать, значит тут побывали Хадида. Под этим углом хорошо видно, как красиво переливаются перья на крыльях Хадиды. А здесь отчетливо видны его белые усы. Они могут довольно точно оценить направление вашего взгляда и скорость, с которой вы движетесь, чтобы не спеша отойти с дороги. Ибисы Хадида – моногамные птицы, и пара, которая образуется в начале сезона, держится вместе весь год. Иногда их в шутку называют африканским будильником, потому что они очень громко и рано начинают так кричать. В Лесото считается, что звук Хадида предвещает дождь, а зулусы считают, что тот, кто передразнит Хадида, весь покроется прыщиками. По другому поверью, если стая Хадида несколько раз пролетит над вашим полем, значит будет богатый урожай. Надеюсь, вам понравились эти уникальные африканские птицы. И хотя они бывают слишком громкими, но согласитесь, гораздо приятнее вечером слушать звуки дикой природы, чем рев автомобильных моторов и гудение клаксонов. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. До встречи в новых видео. Всем пока!